Привет, я Фая. Как же и главное, чем же я довела кожу до такого состояния, а потом не только восстановила ее, но и сделала лучше. Спойлер, все проще, чем кажется. Видео я специально сделала коротким, так как много воды лить не хочется, все-таки ресурс ограниченный. За дополнительной информацией топайте ко мне в телеграм-канал. Там, правда, сейчас довольно-таки мало постов, так как он новый, но у меня на него зато очень большие планы. Ну а мы начинаем! Уход начинается с правильного умывания. У меня оно выглядит так. Мою тщательно руки с мылом, далее вытираю их туалетной бумагой. А зачем салфетки отдельно покупать? Полотенце для рук мы избегаем, чтобы не перенести бактерии на лицо. Далее я использую гидрофильное масло или щербет. Кстати, они оба наносятся сухими руками на сухую кожу. Кратко про гидрофильное масло и щербет. Они очень круто очищают кожу от макияжа, грязи, SPF, осветляют сальные нити и вытаскивают угри. Из их минусов это, наверное, то, что они подходят не всем, но мне кажется, это, нормально. Кстати, 3 года назад я также пользовалась гидрофильным маслом, но я не знала, что его нужно смывать, и у меня очень сильно забивались поры. Поэтому, если у вас было нечто подобное, возможно, причина именно в этом. Но мы как раз сейчас смоем это все дело пенкой. К слову, у меня пенка данного бренда, и она мне отлично подходит. Так, стоп! Я снова хочу кое-что вам рассказать, берите на заметку. Как же правильно подобрать себе умывалку? Ладно, я сниму очки, потому что они отражают свет. В предыдущем видео я кратко рассказала, для чего нужны умывалки, чтобы смыть грязь, казалось бы. Поэтому не стоит искать в их составе каких-то полезных экстрактов, кроме экстракта, наверное, зеленого чая, он очень хорошо подходит жирной коже. Каких-то витаминов, оставьте это все на другие уходовые средства. Здесь нам самое главное избежать грубых ПАФ. ПАФ — это поверхностно-активное вещество. Поэтому заглядываем в состав и избегаем следующих компонентов. Тут я, кстати, протираю кожу на теле пэдами с кислотой. К слову, хотели бы вы видеть видео про уход за кожей спины с высыпаниями? Пишите в комментариях. Далее я наношу эссенцию и сыворотку для восстановления и увлажнения кожи, ведь эти 3 месяца я ходила с высыпаниями, и моя кожа стала сухой и травмированной. Лично для себя я сделала вывод, что уход за кожей, который состоит из очищения, увлажнения и защиты от солнца, мне более чем достаточен. А все эти кислоты и высокоактивные вещества не для меня и не для моей кожи тем более. Ведь десятки экспериментов, что я ставила на себе, доказывают это раз за разом. И сейчас я вам все расскажу про один нашумевший и очень популярный продукт. Итак, ретинол! Пам-парам! Я его приобрела не по рекомендации врача-дерматолога, а из-за большого влияния этого продукта в социальных сетях. Я видела его у огромного количества блогеров, они прям его советуют, говорят, кожа становится просто идеальной, советуют косметологи, ну и я подумала, почему бы мне не попробовать. Вообще этот витамин хвалят неспроста, потому что сейчас я вычитаю в интернете. Почему? Потому что я забыла. Влияние ретинола для кожи. Он способствует утолщению глубоких слоев эпидермиса, в который задерживается влага, поэтому кожа дольше остается увлажненной. Избавляет от угревой сыпи, ретинол нормализует выработку кожного сала, снимает воспаление, способствует сужению пор, поэтому препараты с этим компонентом часто рекомендуют людям с проблемной кожей. Но меня также интересовало его действие на обновление кожи, потому что у меня есть пигментация, пятна, назовем это веснушками, да, и я, соответственно, веровала, что меня он действительно от этого всего избавит. Спойлер, не избавил, ну ладно. Но по сути ретинол действительно очень крутой, и, возможно, кто-то из вас видел его действие на себе, испытал, да, на себе. Обязательно пишите об этом в комментариях. Но вот лично моя история. Начала я им пользоваться 30 апреля. Он годен, открытая упаковочка на 3 месяца, и я вот эти 3 месяца им мазалась. По сути, говорят, результат ближайший от ретинола в лучшем случае через месяц. От использования его происходит эффект чистки, и вас очень сильно обсыпает. Почему? Все просто. Потому что он заставляет ваши клетки кожи обновляться, и, соответственно, из самых глубин ваших слоев эпидермиса он вытаскивает всяких бякушек. Поэтому, отличное действие. Впрочем, как и от кислот, я это ожидала, но не ожидала, что это будет меня преследовать последующие 3 месяца. То есть меня обсыпало от него довольно-таки быстро. По данным фотографиям вы можете примерно посчитать, сколько это длилось. И чем дольше я им пользовалась,
тем хуже становилась моя кожа. Где-то писали, что это вообще ненормально, и, скорее всего, ретинол мне просто не подошел. Но я отчаянно верила, так как многие говорили, особенно в статьях писали, что иногда эффект чистки может длиться и 3, и 4 месяца, и ты ходишь все эти месяцы с прыщами, высыпаниями жуткими, а потом у тебя кожа становится идеальной. Но вот как-то просто не свезло, как будто бы. Хотя мне вот прекрасные девушки, мои зрительницы, они советовали в комментариях купить бакучиол. Это растительная версия данного витамина. Даже не витамин, это просто вот на ретинол похоже по действию. Честно, я им еще не пользовалась, потому что после ретинола я очень долго восстанавливала свою кожу. Ой, это было сложно, правда. Я не могла снимать, я не могла краситься, потому что переживала. Хотя вот я красилась и снимала, и мне прилетали ужасные комментарии, что типа, фу, какая ужасная кожа, лучше бы ты ее лечила, а не красилась. Я думаю, зашибись, я примерно этим сейчас и занимаюсь. У меня есть такая папочка на телефоне, где я сохраняю все периоды самочувствия моей кожи, и у меня есть период, где я ей занималась уходом, но уходом необычным, я просто очень сильно ее увлажняла. Всегда, каждый день, по несколько раз в день. Я не использовала тогда... Нет, я вру. Я использовала тогда пилинг-скатку. И на секундочку, это мой самый любимый пилинг от The Body Shop. Я его покупаю с 19 года. Возможно, в галерее найду его ранние, фотографии первых баночек. Самый лучший пилинг. Идеально очищает, аккуратно убирает ороговевшую кожу. Прекрасно. И вот в тот момент я офигенно вылечила свою кожу. Я обязательно в своем телеграм-канале распишу, чем я пользовалась. Я специально найду вам, все покажу. Да, вот так вот аккуратно завлекаю вас в телеграм-канал, ну почему нет? Ну и на этом вроде бы как рассказ подошел к концу. Если что-то вспомню, запишу в телеграм-канал. Да. Ну а мы возвращаемся в ванную. Также вас интересовали мои гаджеты. Рассказываю. Это Foreo Luna. Рекламировала их в далеком 2019-м, но все еще люблю эту щеточку для умывания. И, конечно же, пользуюсь. Лазер все так же от Foreo. Они вроде прекратили их выпускать, но я вот все еще пользуюсь. Хорошо убирает подкожные гормональные прыщи, ну и в целом работает точечно. Микротоковый массажер New Face, эдакий прокачанный массаж гуаша. Сейчас редко им пользуюсь, но в 2021 году с его помощью у меня правда получилось сделать черты лица четче. Ну и он хорошо убирает отеки. Кстати, давайте пока нанесем мой любимый крем от Poyot. Он круто успокаивает раздраженную кожу. Она уже, правда, спокойна, конечно, но лишним не будет. А вот мои любимые сыворотки. Оба работают на увлажнение и сияние кожи. Та, что от The Ordinary, еще и визуально сужает поры. Но это не ацинамид как-никак. Кстати, продукт закончился, надо прикупить новую баночку. Также советую приглядеться к тонеру от Около. Вообще и бренд сам неплох, запишите себе. Тут я, кстати, решила проскрабировать губы и показать эту маску от данного бренда, не буду произносить название. Правда, мне кажется, что у меня не оригинал этой маски, но зато она работает, так что норм. Гликолевая кислота и розовая глина, также мои верные спутники. Очень маленький расход у обоих продуктов, так что прям советую. Вот и все. Как вам мой уход? Что приглянулось или что можете мне посоветовать? Обязательно пишите в комментариях, я все читаю. Ну что, смотрите, как я маняво повязочку надела. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Вы очень поможете продвижению моих новых видео. Я сейчас очень сильно стараюсь. Можете посмотреть мои другие видео и увидеть, как там все круто. Подписывайтесь на канал, не забывайте про Телеграм. Ну а с вами, как всегда, была я, Фая. Всем пока!